Хотели бы вы управлять своей жизнью силой мысли? А что если я вам скажу, что это возможно? Что энергия этого мира очень даже материальна и более того, поддается телепатическому воздействию. Но каким образом это происходит? И как же нам всем этим управлять? Итак, меня зовут Надежда Солнечная. Я человек с незаблокированными способностями, автор курсов по отключению подключек, а также курсов по намерению, и сегодня мы с вами разберем тему энергий, их влияние на нашу жизнь, о том, где нам взять энергию, а также то, что возможно ли при помощи энергии привлечь удачу и успех. И начать бы я хотела, наверное, вообще с общего определения энергии. Нам всегда говорили, что энергия, она везде, вокруг нас. И мы привыкли считать ее чем-то материальным, чем-то таким, что имеет какую-то под собой физическую природу, типа атомов, протонов, нейтронов и так далее. Но вместе с тем, если нам немножко погрузиться в ощущение этих энергий, мы с вами можем задуматься над тем, что мы чувствуем что-то дальше, что-то, что выходит за границы общего понимания физического, атомарного представления об энергиях и уходит уже глубже, за границу понимания человека, то есть туда, где было совершено само творение, где идет изначальная суть творения, так называемая единица Творца. Именно эта единица и составляет все, что мы видим вокруг нас. Именно она является первопричиной строения атома, электрона, протона, нейрона и остальных частиц. Именно из ее более крупных представлений мы видим кристаллические сетки и так далее. По сути, получается, что единица Творца, она по сути своей универсальна и может принимать абсолютно любую форму. У нее нет ограничений в строении, потому что она первоначальный конструктор, первоначальный пластилин, глина, если хотите, из которой можно слепить абсолютно все. Да в целом из нее составлена вся изначальная наша Вселенная. То есть это та самая энергия материи, которая первоначально, грубо говоря, вырвалась при том самом большом взрыве и создала абсолютно все. Именно из нее получилось абсолютно все. Так к чему же я? Для чего же я вам рассказываю об этой универсальной материи? Все дело в том, что эта материя, она не совсем материя. Она, как и все вокруг нас, является частицей энергии. Именно в совокупности эта материя представляет собой огромную энергию, обретающую ту или иную форму. Да, вы не ослышались, так и есть. Получается, что все протоны, нейтроны, электроны, которые выделяют ту или иную атомарную энергию, по сути своей, не просто так имеют в своем ядре огромный энергетический потенциал. Все мы с вами слышали про те же самые атомные электростанции и так далее, да, которые как раз-таки существуют на том, что идет расщепление атомов. Те же самые вот эти взрывы атомных бомб и все. Представьте, какой огромный заряд энергии несет один маленький атом. А сколько их несет просто совокупность, где из маленького абсолютно кусочка какой-то руды, которая несет в себе какой-то энергетический заряд, может взорваться большой бум. Так к чему это я? А все это к тому, что представить себе энергетический эквивалент материи, то есть ее энергетический заряд и то, насколько она полна энергией, движения, да, какого-то огромного потенциала внутри себя представить, практически невозможно. То есть это одна из первичных энергий творения, то есть это первичная энергия Вселенной, нашего Создателя. И если мы с вами думаем о том, что, окей, вот эта материя, она несет огромную силу, то где же найти такую силу, которая сможет управлять этой энергией? Как вы, Надежда, говорите о том, что как мы телепатически можем воздействовать на нее, если она по своей природе настолько сильна? И тут я вам могу сказать одно.
Во-первых, давайте посмотрим природу человеческой энергии. Прощупаем ее и вообще поймем, что она из себя представляет. Так вот, если мы с вами задумаемся, как нам вообще здесь представляет нашу энергию? Если энергия материи, атомарная энергия, нам физики говорят, это просто что-то невероятное, это очень-очень сильная по природе своя энергия, которая может там взрывы вулканов совершать, огромные какие-то наводнения, ураганы, еще что-то. То есть это стихия, которая действительно имеет большую силу. То про нашу собственную энергию человека, человеческого тела, а также духовную энергию нам говорят, как о нечто таком абстрактном, что эта энергия, духовная энергия, она какая-то есть, но что конкретно она из себя представляет, для нас остается каким-то эфемерным понятием, то есть это та самая энергия, которую нам говорят, не то чтобы даже невозможно пощупать и потрогать, а что она как бы есть, а как бы ее и нет. И если мы рассматриваем, что как бы это что-то, чего вроде как и нет, то нам и кажется, что оно какое-то непонятное, непонятно откуда берется, непонятно как вообще взаимодействует с реальностью и вообще то, что мы с ней взаимодействуем, как на нее влияет или нет. То есть, по сути, о природе и о истинной силе именно нашей внутренней духовной энергии нам не говорят ничего. Даже какие-то эзотерические учения, которые вроде как нам пытаются рассказать о том, что же там на самом деле у нас за энергия такая, говорят об этом весьма абстрактно и расплывчато, не говоря о том, что мы при помощи этой энергии можем сделать физического, реального, то, что мы сможем пощупать, потрогать и реально применить на себе. Я не берусь сейчас рассуждать о том, что накачавшись энергией, мы вроде как себя в своем теле пободрее чувствуем. Я вам говорю не об этом, я вам говорю о реальной силе. То есть у меня эта энергия есть, и как я могу эту энергию почувствовать точно так же материально, как, допустим, я сейчас перед собой вижу энергию атомов. Задумайтесь вообще, вот сейчас подумайте, напишите, может, в комментариях мне об этом. Вот вы, когда задумываетесь о природе материальной энергии, где вы четко еще в школе физика, вам рассказала о том, насколько она сильна и прочее, вот чувствуете эту силу, и насколько вы сейчас задумаетесь о своей внутренней духовной энергии и вообще почувствуете ее, в каком-то соприкосновении и вообще, что она делает, как она делает, зачем она делает. Насколько вы можете оценить природу управления этой энергией. Я думаю, что для многих это встанет каким-то таким вопросом, ребром, в смысле, а что я должен почувствовать, а что я сейчас так, а что я чувствую, а где, да. И это на самом деле большая беда. Почему? Сейчас я расскажу. Потому что как раз-таки энергия материи, вот эта самая первозданная, дикая, огромная сила энергия, она, не поверите, в природе своей подчинена только одной единой энергии, которая является по силе своей гораздо выше. И именно эта энергия структурирует ее и приводит к порядку. Это энергия духа. Да, вы не ослышались. Именно ваша энергия структурирует здесь энергию материи. Ваша энергия по природе своей на самом деле, вам об этом не говорят, но незнание законов Вселенной не отменяет законов физики. Вы пользуетесь этим каждый день, каждую секунду, каждую минуту. Даже то, что вы вышли на этот ролик и слушаете его, слушаете мой голос, слушаете меня и слушаете эту информацию, это не простая какая-то случайность и не стечение обстоятельств. Это результат работы вашей духовной энергии с энергией материи этого мира. Да, все не случайно, абсолютно все. Наша духовная энергия, наше намерение работает с энергией материи каждый день. Каждую секунду, каждую минуту. Своими мыслями мы взаимодействуем с этой энергией, мы задаем ей заряд. Каждый раз взаимодействуя с окружающей реальностью, мы задаем ей форму.
И да, конечно же, вы скажете: ой, нет, Надежда, что-то вы куда-то не туда ведете, потому что, ну как, вот я вижу стул, и он в форме стула. Если я его буду сейчас видеть как шкаф, он не станет от этого шкафом. Да, я с этим соглашусь, потому что наш мир, он склонен к ограничениям. Да, у нас есть свои определенные правила физики этого мира, которые мы здесь нарушить не можем. И да, от того, что мы станем смотреть на стул и говорить, что он шкаф, конечно, шкафом он не станет. Но тогда, если мы не можем взаимодействовать именно с какой-то природной структурой материи, да, менять ее кристаллическую структуру, хотя в некоторых случаях можем, это так, намек, может, у кого-то из вас было, тоже напишите мне в комментариях. Если же менять кристаллическую структуру это практически невозможно, а практически невозможно, потому что физически все-таки, может быть, вы видели, как те же самые шаолинские монахи оставляют следы, как вплавленные в камень, да, свои следы ног или там рук, и это изменение структуры материи, да, это изменение кристаллической решетки, то есть это сложно, давайте так назовем откровенно, то если менять кристаллическую решетку сложно, то что же все-таки тогда нам более доступно, чем мы можем управлять очень легко и просто, не прилагая особых усилий. И здесь все достаточно легко. Это событийные ряды. И на самом деле нашими событийными рядами никто, кроме нас-то, и не управляет. Мы единственные в этом мире, кто может ими управлять. То есть не кто-то там свыше, не бабушка какая-то с соседнего подъезда, не ваш муж, жена, там, родственники. Никто не может управлять вашими событийными рядами, кроме вас. И вы сейчас это тоже делаете. Да-да, именно вы своим управлением событийными рядами пришли на этот ролик и смотрите его. Другое дело, что сейчас вы это делаете в большинстве своем неосознанно. Вы управляете собственным миром, собственной реальностью, собственной судьбой, не понимая о том, что на самом деле это вы, тот самый гонщик Формулы-1, который сидит на своем болиде. Для большинства людей вообще здесь кажется, что кто-то там является первопричиной всех событий в его жизни, что его жизнь это что-то неуправляемое, что его события в жизни это что-то не поддающееся какому-то вот предугадыванию, да, какому-то управлению, изменению и так далее. Если бы так или иначе все люди все-таки управляли собственными событийными рядами осознанно, то в нашем мире бы, наверное, не существовало всяких вот этих волшебных гороскопов, гадалок и так далее. Потому что мы просто не понимаем, что я сейчас сижу на своем месте, где я смотрю этот ролик. И да, именно сейчас вы управляете собой. Управляете тем, что произойдет с вами завтра. Управляете тем, что произойдет с вами послезавтра. И даже через год, и даже через 2. Если вы сейчас зададите себе вопрос, а как я это делаю? Вряд ли вы сможете себе на него ответить, потому что в большинстве своем вы это делаете просто неосознанно и инстинктивно. Это то же самое, что ответить на вопрос, а как я дышу вообще? Как работают мои легкие? Вот я сейчас сижу, делаю вздох. Как именно мои легкие сокращаются для того, чтобы это сделать? Как перерабатывается кислород в моей крови? Наверное, это достаточно такой сложный процесс, но я понимаю о том, что я сейчас просто могу взять и задержать дыхание. То есть я могу управлять своим процессом дыхания, а значит, все-таки мое тело поддается контролю, моему контролю. И то же самое на самом деле мы можем сказать и с событийными линиями, с событийными рядами. Мы можем влиять на события своей жизни, на свою судьбу, на вообще то, кем мы станем, что мы будем делать, как мы будем жить в этой жизни. Не из разряда стороннего наблюдателя, который попадает в события и потом начинает под них подстраиваться. Мы можем начать управлять этим процессом осознанно, управлять этой энергией, воздействуя на энергию материи уже в состоянии ума, осознанного понимания происходящего. И сегодня я вам расскажу, как это сделать.
Но для начала хотела бы немножко отвлечься и рассказать вам, что в связи со всеми замедлениями ютубов, в связи с тем, что эта площадка сейчас на территории РФ находится в достаточно таком очень шатком положении, и я знаю, что не все могут смотреть ролики, или для кого-то неудобно, допустим, или VPN постоянно тормозит, как это у нас обычно бывает. В общем, позаботившись об этих вещах, я решила предоставить вам, моим подписчикам, моим слушателям альтернативные площадки для того, чтобы послушать мои ролики. Во-первых, хочу сообщить, что да, я переехала в ВК. Для меня это было сложно, для меня это была сделка с совестью где-то, потому что платформа ВК мне не сильно нравится, но тем не менее я создала там сообщество, и сейчас все ролики дублирую туда. Так что, если у вас очень сильно тормозит VPN, пожалуйста, подписывайтесь на мое сообщество ВКонтакте и смотрите все видео с удовольствием. Также хочу сказать, что все старые видео я перенесла на Рутуб. На всех остальных площадках пока что это достаточно тяжело сделать, так как я уже здесь записала около 100, наверное, видео различных, поэтому пока что на Рутубе есть автоматический перенос, на другие ресурсы это будет по мере того, как добавляться. Ну а также для кого не очень удобен Рутуб или ВК, я также открыла свою страницу в Яндекс.Дзене, и туда я тоже выкладываю как свои видео, так там и публикую статьи, кстати, очень интересные, заходите, читайте. Ну а также подписывайтесь на мой Телеграм, к сожалению, некоторые российские площадки, ВК, там, Дзен, Рутуб, это вообще больное, они не всегда работают корректно, и бывает такое, что где-то что-то ролик не загружается, я уже с этим не раз сталкивалась, допустим, вот как последний ролик я вообще не могла загрузить на Рутуб никак, он просто не работает, понимаете, этот Рутуб. В общем, с ними достаточно все геморройно, поэтому в Телеграме вы всегда будете в курсе, на каких площадках, какой ролик, когда вышел, я всегда там все новости, все публикую, а также там я публикую очень интересные новости мировые, на которые стоит обратить внимание, которые действительно заслуживают внимания, и также свои комментарии на эти новости. Так что подписывайтесь, не пропустите ничего важного. Ну, давайте вернемся к теме энергии. И тут я бы хотела поднять один такой важный вопрос, который, по сути-то, является основой того, почему мы управляем своей энергией неосознанно. Как так получилось, что я не могу реализовать в своей жизни все, что я хочу, раз у меня есть такая суперспособность просто, да, какого-то супермена? И тут все очень достаточно прозаично. Страх. Именно страх мешает нам делать это. Именно страх становится той точкой соприкосновения, которая не дает нам осознанно управлять своей жизнью. Мы задаемся вопросом, а смогу ли я? Каждый раз, когда мы вообще сталкиваемся со своей жизнью, мы задаем себе вопрос, а вдруг я не справлюсь? А вдруг я не справлюсь с чем-то? А вдруг я пойду там на какую-нибудь хорошую работу и не справлюсь? А вдруг, получив что-то значимое для себя, я не смогу с этим справиться? Да, возможно, вы сейчас скажете, что за бред? Ну, конечно же, я чего-то хочу, и я обязательно с этим справлюсь, не зря же я этого хочу. А вот здесь мы с вами приходим к основной точке внутреннего противодействия. По сути, это то, когда наше сознание, которое хочет чего-то, да, и наше подсознание, где лежат какие-то блоки, где лежат какие-то страхи, основа, да, вот этого всего, начинает вступать в борьбу, в контрнаступление. Они, по сути, сталкиваются между собой, и мы встаем в ту самую фазу, которую можно назвать мертвой точкой. То есть мертвая точка – это то, где мы находимся в подвешенном состоянии, мы никуда не двигаемся. Мы не двигаемся ни вправо, ни влево, мы просто не можем это сделать. Почему? Потому что с одной стороны есть наше намерение, где мы хотим что-то получить в этой жизни, а с другой стороны идет противодействие, страх, да, который является глубиной подсознательного нашего проявления. И именно он говорит: не ходи туда, а вдруг мы не справимся, не ходи туда, а вдруг что-то пойдет не так. Именно страх не дает нам проявляться в этой жизни, именно страх не дает нам реализовать эту жизнь так, как мы хотим.
Да еще и все вокруг нам говорят, что мы в принципе очень сильно зависимы от внешних факторов. То есть нам с самого рождения говорят о том, что наша жизнь от нас не зависит. Нам внушают то, что есть что-то внешнее, что, по сути, нашей жизнью управляет. И тут мы с вами пришли к тем самым двум факторам, которые мешают нам осознанно управлять своей духовной энергией, энергией материи. То есть мы и так ею управляем, но именно вот эти два фактора не дают нам управлять ей осознанно. Первое – это отсутствие знания. Знание, то есть понимание, что мы это делаем, потому что нам, начиная с рождения, это знание не дают. От нас его скрывают, нам говорят: нет, все не так, все не по твоей воле, это не ты делаешь, да? И мы говорим: ладно, если это делаю не я, значит, это делает кто-то другой, и как бы в этот момент мы соглашаемся с тем, что вроде как это делает кто-то другой, но законы физики никто не отменял, за вас это никто не делает. То есть одно то, что вам говорят, что вы не дышите, вы от этого дышать не перестаете. То есть процесс дыхания идет, просто вам говорят: нет, ты не дышишь, все. И ты такой думаешь: ну, я, наверное, не дышу, да, ты ходишь и думаешь о том, что я не дышу, но на самом деле мы накачиваем полные легкие воздуха, у нас вот этот обмен весь идет, да, внутри организма. Тут то же самое. То есть от того, что нам говорят о том, что этого с нами не происходит, еще не говорит о том, что это перестает существовать, потому что физика, она есть, вне зависимости от того, какую точку зрения нам на нее прокладывают. Конечно, мы можем говорить об эффекте наблюдателя. И, кстати, именно эффект наблюдателя, который, кстати, как феномен ученые не могут объяснить, в принципе, очень наглядно показывает, как наше намерение, как наша сила духа влияет на энергию материи. То, как под влиянием взгляда человека материя в прямом смысле этого слова меняет свои свойства. Но давайте по порядку. Мы с вами разобрали всего один фактор, почему с нами происходит то, что происходит. Нам не говорят знания, да? Тогда что же является вторым фактором? А второй фактор – это как раз-таки наши блоки. Это наши страхи, наши глубинные убеждения в том, что чего-то мы в этой жизни не сможем. И эти страхи могут быть даже глубинные, неосознанные. То есть то, что заложено кирпичиками глубоко внутри. И, конечно же, эти страхи будут выходить на уровень духовной энергии, излучаться в пространство в виде образов. И эти образы будут реализоваться. Та-дам! Все просто. Вы влияете собственными страхами, вложенными в вас, на материю, которую вы, как считаете, вообще абсолютно не контролируете. И эта материя, в зависимости от того, что вы проецируете, какую форму ей хотите задать, такую и задает. То есть весь этот анекдот про ангела, который записывает за вашей спиной то, что жена стерва, дети плохо учатся и начальник на работе тиран, в этом что-то есть. А точнее, в этом есть самый, что ни на есть, таки прямой смысл. Только вместо ангела это делает энергия материи, которая существует вокруг вас. Именно она записывает все ваши мысли-образы, которые вы проецируете в пространство. Именно она эти мысли-образы воспроизводит в каркасах реальности, которые потом с вами и происходят. То есть, допустим, когда вы реально делаете выбор, и вы не ослышались, слово «выбор», в пользу того, что вы недостойны работать на какой-то хорошей работе, вы этот образ проецируете в пространство, и пространство делает это с вами. То есть по факту даже не оно делает это с вами, вы сами это с собой делаете. Вы, как тот самый мазохист, проецируете в пространство самые гадкие желания, которые потом проявляются в вашей жизни в виде этих самых страданий. То есть вы проживаете ровно то же, что вы сами себе и желаете. Но тут вы скажете: Надежда, как я могу себе сам желать страдания, боли, слез и так далее? Здесь все просто. На самом деле, если мы углубимся
внутрь нашего подсознания, то мы увидим очень достаточно такую печальную картину. Все дело в том, что мы-то себе хотим счастья, удачи, успеха и так далее. Но в то же самое время, пока мы управляли своей реальностью с самого нашего маленького детства, да, мы не только взаимодействовали с собственной реальностью, но также и наша реальность соприкасалась с реальностями других людей, где те люди, в свою очередь, тоже проецировали свою реальность. И эта реальность так или иначе сталкивалась с вашей, то есть энергией духа управляет материей не только ваш дух, да, не только вы управляете энергией материи, но и другие люди вокруг вас. Так вот, когда наша энергия духа сталкивается с энергией духа другого человека в неком противостоянии энергии, то есть чья энергия будет сильнее, да, мы скажем, что эта энергия называется волей, то есть воля наша толкает энергию материи, она заряжает ее, да, на реализацию. Но одни и те же ситуации, в которых оказываемся мы и другие люди. И здесь идет столкновение двух энергий. Материя может принять только один вид. И когда идет столкновение интересов двух индивидуумов, начинается тот процесс, который я называю борьбой. Борьбой двух прямо противоположных волевых усилий. И здесь выигрывает тот, чье намерение продавливает другое. То есть все очень просто. Это как боксер на ринге. Один падает, другой побеждает. Здесь то же самое. То есть тот, чье намерение, чья сила духа оказалась сильнее, тот и побеждает. А слабый принимает ту волю, что победила в итоге. И то есть та воля, что в итоге победила, формирует событийные ряды. То есть вы подчиняетесь чьей-то воле. Ваша реальность подчиняется чьей-то воле. И в этот момент эта воля может быть впитана вашим сознанием именно как раз-таки в подсознание. Почему я задела тему подсознания? Все очень просто. Потому что в этот момент, ощущая слабость, вы можете впитать, так как не осознаете причинно-следственные связи того, что происходит. Вы просто не понимаете то, что на самом деле ваша воля сейчас немного проиграла. Но это не значит, что она оказалась слабой, это не значит, что вы вообще по природе своей слабы. Просто в этой конкретной ситуации так получилось. Но не обязательно, что вы должны внутренне смириться с этим. Но за счет того, что мы не знаем как раз-таки о том, что именно мы управляем ситуационными линиями, мы зачастую принимаем это поражение как то, что мы не можем влиять на ситуацию, то есть подтверждая тем самым, что я сам себе не хозяин. И более того, у нас появляются страхи, как раз-таки от таких взаимодействий наше подсознание впитывает это в себя, что я не могу, у меня не получится, наверное, я какой-то не такой. То есть, грубо говоря, приняв несколько поражений, у нас опускаются руки. Но не стоит отчаиваться и погодите считать себя бесполезным или тем, что если у вас когда-то там не получилось, то все, на вас можно поставить крест и дальше как бы все. Битву воли вы не выигрываете. Нет, все на самом деле не так. И я сейчас вам объясню почему. На самом деле все было из-за того, что вы неосознанно пользовались своей волей. Все дело в том, что воля и вот эта энергия, которую мы используем для того, чтобы управлять материей, она тем сильнее, чем осознаннее наше волевое усилие. То есть это четкое понимание, чего я хочу. Это основа вообще нашей воли, то есть это то, что я слышу себя. Я начинаю чувствовать себя, я начинаю слышать себя, чего я хочу. Это основа и первооснова того, что позволит вам управлять вашей энергией более четче. И здесь из уже точки силы того, что именно я хочу,
мы с вами можем побороть глубинные страхи и блоки, потому что четкое понимание, что именно мне нужно, как раз-таки задает каркасу намерения, который мы испускаем в реальность, железобетонную основу, которая идет как раз-таки четкой волей. И это как раз-таки то, что делает основу выбора, то, что делает нашу реальность и управление энергией материи уже более осознанным. Ну и давайте подведем уже итоги. Первое, что бы я вам хотела сказать, это то, что вам нужно осознать, что вне зависимости от того, какие ситуации вокруг вас происходят, все они лежат в основе именно вашего выбора и того, как вы неосознанно этот выбор проецируете в пространство энергии материи. Второе. Это то, что вам наконец-то нужно захотеть, то есть закинуть свое первое осознанное намерение этой энергии материи на то, чтобы начать управлять таки наконец-то этими процессами. И как раз-таки она запустит те ситуационные линии, по которым вы сможете к этому прийти. Ну и третье, наверное, самое основное, это наконец-таки начать понимать природу выбора, то есть начать обращаться к самому себе, начать самые-самые свои глубокие эмоции, самые глубокие желания наконец-то вытаскивать наружу и задать себе самый главный вопрос: а чего же на самом деле я хочу? И что, какие страхи мешают мне это сделать? Ну а дальше волевое усилие, разбиваем страхи и добро пожаловать в осознанно управляемый мир. Ну а если вы хотите узнать больше о природе реальности, намерений, узнать все о намерении, как его строить, как добиваться цели, узнать о блоках, которые нас сдерживают, с огромной кучей примеров, лайфхаков, практического материала, то можете ознакомиться с моим курсом по намерению. Там я вообще буквально разжевываю все, очень активно поясняю, объясняю всю суть этого процесса, рассказываю, как прийти к этому осознанно. У ребят просто колоссальнейшие результаты. После этого очень многие делали нереальные вещи, то есть там покупали какие-то участки, которые там стоят 1 миллион за 100 тысяч рублей и прочее. Там очень много примеров, вы можете почитать отзывы, у меня есть на сайте. И по словам самих же участников, и когда я только запускала группу и вела этот курс, и уже сейчас ребята в записи проходят, все говорят одно, то что это самый лучший курс по намерению, который они когда-либо проходили. Это единственный курс, который действительно учит тому, чтобы осознанно пользоваться намерением и осознанно управлять своей реальностью. Так что, если для вас это все кажется очень сложно, то этот курс просто сделает то, что для вас сейчас кажется невозможным, очень даже реальным. Ну а я вас всех люблю, обнимаю. Ваша Надежда Солнечная. Всем пока-пока.